Суровые климатические условия, заставляющие человека быть зависимым, возможность предсказывать, но не предотвращать, желание бороться за жизнь любой ценой. Воздействие стихийных бедствий на человека всегда отражается в показателях смертности. Жестокие стихийные бедствия были фактом человеческой жизни с самого начала, но количество погибших, самых древних из этих бедствий, было утеряно для истории навсегда. К вашему вниманию топ-7 сильнейших зафиксированных землетрясений в мире. Побережье Эквадора 31 января 1906 года. Подземный толчок магнитудой 8,8 мегаватта вызвал цунами, которое унесло жизни 1500 человек. Цунами обрушилось на север до пределов Сан-Франциско, на западное побережье США и Японию. Цунами потребовалось примерно 12 часов, чтобы пересечь Тихий океан и добраться до Гавайев. К сожалению, точных сведений о материальном ущербе нет. Землетрясение 27 февраля 2010 года в Био-Био, Чили, возникшее впоследствии подземных толчков силой 8,8 мегаватта и эпицентром в центральном районе Консепция Конститусьон, определен как возрастной сейсмический разрыв на глубине 35 километров, а также вызванное им цунами унесли жизни по меньшей мере 521 человека, 56 пропали без вести и 12 тысяч получили ранения. В общей сложности пострадали 1,8 миллиона человек по всему Чили, где ущерб оценивается в 30 миллиардов долларов США. Небольшое цунами пересекло Тихий океан, повредив лодки даже в Сан-Диего, штат Калифорния. Камчатское землетрясение 1952 года – первое в мире зарегистрированное землетрясение магнитудой 9 мегаватт, произошло у восточного побережья. Землетрясение вызвало локальное цунами высотой 13 метров. Основные толчки произошли в 16:58 4 ноября 1952 года. Первоначальная магнитуда составляла 8,2 балла, но в последующие годы значение было изменено на 9 баллов, а их период составлял 17 минут. Спровоцированное землетрясением цунами добралось до берега примерно через 7 часов после первых подземных толчков. Больших разрушений и человеческих жертв было не избежать. Самые минимальные потери составляют 116 раненых, 36 погибших, а также ущерб в 1 миллион долларов США. Великое восточно-японское землетрясение с магнитудой 9,03 мегаватта произошло в 5:46 по Гринвичу 11 марта 2011 года с эпицентром в 70 километрах к востоку от полуострова Осика и гипоцентром на подводной глубине 32 километра. Данное землетрясение считается самым мощным, когда-либо поразившим Японию. Количество энергии, высвобожденной при этом землетрясении, в 600 миллионов раз превышает энергию атомной бомбы. Ядерные реакторы на атомной электростанции Фукусима-1 были повреждены и привели к самой сильной радиационной аварии со времен Чернобыля, повлекшая за собой выброс ядерного топлива. Это землетрясение унесло жизни 15 870 человек, 6114 были травмированы и 2814 человек пропали без вести. По наименьшим меркам было разрушено 129 225 зданий и еще 691 766 строений частично были повреждены. Материальный ущерб оценивается в 300 миллиардов долларов. Самое сильное землетрясение в Индийском океане, спровоцированное подводными толчками силой в 9,1 мегаватта, которое произошло в 59 минут первого по Гринвичу в воскресенье 26 декабря 2004 года с эпицентром
у западного побережья Суматры в Индонезии. Это западный конец Тихоокеанского кольца огня, пояса землетрясений, в котором происходит до 81% всех крупнейших землетрясений в мире. Землетрясение было вызвано субдукцией и вызвало серию разрушительных цунами вдоль побережья большинства массивов суши, граничащих с Индийским океаном. Цунами высотой в 30 метров накрыло 14 населенных пунктов и повлекло за собой гибель более 230 тысяч человек, треть из которых – дети до 18 лет. Это было одно из самых смертоносных стихийных бедствий в истории человечества. Индонезия пострадала больше всего, а также Индия, Шри-Ланка и Таиланд. Датчики системы предупреждения о землетрясении сработали на всем земном шаре, зафиксировав волны цунами, приближающиеся из Индийского океана. Материальный ущерб, нанесенный стихийным бедствием, составляет 10 миллиардов долларов, а застрахованные убытки – 2 миллиарда. Землетрясение в проливе Принца Уильяма с сильным толчком и магнитудой в 9,2 балла на Аляске, которое началось 27 марта 1964 года на юге Аляски. Встряска продолжалась 4 минуты и повлекла за собой цунами, достигшее высоты в 67 метров, и оползни. Жители Аляски изо всех сил пытались устоять на ногах. Это было самое сильное землетрясение в истории США и Северной Америки. Огромные подводные оползни, исходившие из эпицентра, прошли в деловом районе города Анкоридж и подняли отдаленные острова на 11 метров, нанеся серьезный ущерб. Сотрясение оставило после себя разрушения поистине сейсмических масштабов. Подвалы стали первыми этажами, здания рухнули, железнодорожные пути сгибались и скручивались в узлы, а асфальт ушел под землю. Цунами отняло жизни 143 человек. Материальный ущерб насчитывает потери в 2,3 миллиарда долларов. Самое сильное зарегистрированное на сегодняшний день землетрясение произошло в Вальдивии в 1960-м. Его еще называют Великим Чилийским, либо же меговзбросом, с амплитудой в 9,5 балла по шкале моментной магнитуды. Это землетрясение произошло во второй половине дня и вызвало цунами, которое затронуло южную часть Чили, Японию, Филиппины, Гавайи, а также восточную часть Новой Зеландии и юго-восточную Австралию вместе с Алиутскими островами на Аляске. Ущерб, нанесенный этим землетрясением, составляет 676 миллионов долларов. В один только миг 2 миллиона человек стали бездомными, 3000 травмированными и 1825 человек погибли. Давайте подведем итоги, сравнив суммарные результаты количества жертв от ранее упомянутых землетрясений и суммы нанесенного ущерба. Стихийные бедствия в мире происходят постоянно. Как вы думаете, виновен ли в них человек? Напишите в комментариях. Зачастую люди получают травмы во время землетрясений вследствие бессознательных действий, вызванных паникой и страхом. Будьте бдительны и берегите себя. Спасибо за просмотр и до скорой встречи.